Всем привет! Я начну новый проект. Это небольшая диорама с героем в центре. 3D принтер напечатает модели. После обработки я соберу подставку. Для рельефа использую массу для лепки. Добавляю мелкие элементы и обломки. Для этого я распечатал еще одну стену. С помощью клея ПВА я приклеиваю сначала камни покрупнее, затем мелкие, а в конце добавляю песок. Изначально я хотел сделать так, чтобы миниатюру можно было снять вместе с подставкой, но мне эта идея не понравилась, и теперь я приклеил подставку. С помощью двухкомпонентной шпаклевки выровняю поверхность и добавлю еще обломки. Центр диорамы оставлю свободным. Сначала нанесу аэрографом черный грунт от Gemscale. Потом сверху пройдусь белым для предварительного высветления. Так лучше виден объем.
Наношу основные цвета на стену. Deck 10 от Валеха, потом высветление Айвори. Cavalry Brown выделяю места, где металлические элементы будут касаться стены. Green Grey добавит цвета и разнообразия для эффекта старой поверхности. Немного случайных брызг краски для усиления текстуры стены. И снова Deck 10. Чтобы связать все цвета воедино и добавить глубину во впадинах и трещинах, я использую масляную проливку. Сажа газовая и жжёная сиена из художественного магазина. Все это разбавляю white спиритом и наношу равномерно на модель. Ватной палочкой, слегка смоченной в white спирите, я убираю излишки масляной краски. Когда все высохло, я перехожу к деталям. Металлические элементы я крашу сталью от Валеха.
Теперь можно убрать маскировочную ленту. Ржавчина. Тут главное не увлекаться. С помощью эмали от AK Interactive я приглушу яркость ржавчины. Как и с масляной проливкой, уберу излишки эмали ватной палочкой, слегка смоченной в эдспирите. Null Oil от Citadel восстановит глубину. А сухие пигменты сделают ржавчину более реалистичной. Края стены я выделил Pale Grey от Валеха. У меня остались покрашенные свечи от одного моего проекта, и я решил использовать их в этом.
Приклеиваю свечи на места. Устанавливаю фигуру героя по центру. На этом все. Работа завершена.